Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. Сегодня у нас такой себе вызов постройка, потому что тут недавно мне написали, что вот эта самая квартира, она неудобная, она какая-то странная, она имеет какую-то страшную планировку, в общем, все не так и все не то. И так как я говорила о том, что эта квартира мне почему-то понравилась, я не знаю почему, вот как-то она припала мне в душу, хотя согласна, она очень странная. Вот, в общем, мне написали, что вот она такая неудобная, я восприняла это как вызов и решила запихнуть туда 8 персонажей. Хотя, мне кажется, там все-таки 7 персонажей. Ну, короче, мамочку с детьми, классическую, традиционную, которую уже часто строила для нее и стартовые домики, и стартовые квартиры, и все на свете. Кстати, вот эта квартира может стать стартовой, то есть немножко меньше декора, и, в принципе, по деньгам вы вместитесь. И я все-таки смогла всех расположить. Вот честно, получилось. Я в итоге запустила персонажей. Единственное, что я немножечко убрала, это игрушки на полу, насколько я помню, и один декор на кухонной поверхности. Такой желтенький сосудик я поставила, его пришлось убрать, потому что, не ставили там ничего. И все. То есть все остальное было рабочее. Они могли смотреть телевизор, они могли кушать, делать домашку. Короче, все у них получалось. Так что, мне кажется, со своей задачей я справилась. Но не могу сказать, что это прям супер-пупер эстетично получилось, потому что, да, планировка достаточно сложная, само расположение квартиры странное, плюс я, честно, терпеть не могу вот эти вот ростовые окна, которые вообще во всю стену, гигантские, большие, плоские, не знаю, что-то мне как-то не... Я вот люблю самые классические, на самом деле, окна, которые есть в Симсе в базовой версии, знаете, такие, которые... как бы объяснить, в общем, они такие узкие, и потом можно открыть как бы форточку, снизу вверх поднять. Вот это мои любимые окна. Я не знаю, почему они такие вот простые, понятные, а вот эти гигантские, возможно, они еще неудобные тем, что достаточно маленький выбор штор для этой длины, для этого формата, и все время ты тоже мучаешься, выбираешь, а что же туда засунуть, что туда поставить, повесить, в общем, постоянно какие-то проблемы. А если есть подходящие шторы, то они крепятся к стеклу, а не к полосочке, которая сверху. То есть какие-то постоянно сложности со шторами, с этими. Но, кстати, мне еще вот эта квартира нравится тем, что у нее низкие потолки, потому что в большинстве этих квартир Сан-Мишуна почему-то наделали больших стен, высокие стены там, и вторая, и третья даже высота есть. И это вообще ни к селу, ни к городу, это жутко раздражает, опять-таки, потому что у нас нет окон, у нас нет нормальных дверей. Если с окнами еще более-менее как-то можно смириться, но вот отсутствие дверей — это просто катастрофа для большой высоты, потому что маленькие двери, конечно, смотрятся комично, как будто дом гномиков или какие-то мышиные норки там завелись. Вот, но не буду больше жаловаться. Но хотя мне кажется, что просто когда вот симмеры, стримеры, все, кто занимается симсами, это озвучивает, бесконечно озвучивает там в своих постройках, в своих стримах, еще где-то, то это как-то, знаете, такой посыл идет, такой массовый посыл в голову разработчиков. Хотя я прекрасно понимаю, что они прекрасно делают свою работу, они ее делают как могут, то есть они считают, что они делают максимум, и я искренне верю в
это, потому что мы все можем рассказывать о том, как правильно работать, как правильно, что нужно добавлять, не добавлять, как правильно разрабатывать, но когда мы окажемся на этом самом месте, если кто-то из нас окажется, то я думаю, что, немножко по-другому мы взглянем на это дело и совершенно по-другому будем себя ощущать и тоже будем считать, что мы делаем максимум. Вот. Так что, говорю, раздавать советы очень даже легко и просто, а вот что-то делать, тем более программировать, для меня программирование — это вообще что-то за гранью моего понимания, это какая-то магия, честно, для меня. То есть я такой человек достаточно прикладной, вот то, что я могу сделать своими руками, я в это верю. А вот то, что где-то там какой-то код пишется, а потом у тебя появляется картинка, движущаяся, что вы можете что-то в этом делать, для меня это вот реально абсолютная магия, и я в нее верю, в эту магию, вне Хогвартса, и как бы поддерживаю в себе это ощущение, что это какая-то невидимая магия, которая вот где-то там есть эти чудесные люди, которые это делают. Так что стараюсь все-таки как-то это благодарно принимать все эти вещи. Скоро, кстати, или уже вышел набор с одеждой. Я тоже до этого что-то воняла по поводу того, что ой, зачем нам нужна одежда. Я всегда говорю о том, что я рада любому дополнению, но одежду как-то мне так немножко, из-за того, что я не так много этому посвящаю времени на канале, больше, конечно, постройкам, то мне, хорошо, одежда и одежда. А потом я увидела, в Инстаграме выложили в Симошном новые картинки. Я думала, там только восточные будут. Я не помню, какое там дополнение. Не помню, какая страна. Но, в общем, оказывается, там еще и сеульская мода. И я ее увидела и поняла, что это что-то невероятное, фантастическое. Я тоже хочу одеть своих персонажей во что-нибудь такое, потому что там заправленная напополам кофточка. В общем, это что-то невероятно прекрасное и замечательное. И так же, как и в строительстве, вот я часто говорю о том, что заметьте, с каждым дополнением, с каждым расширением линейки мебели появляется мебель более сложно сочиненная, такая с деталями, с какими-то складочками, подушечками, дополнениями. В общем, то есть если полочка, то полочка уже такая интересная, с какими-то ложками-поварешками, еще с чем-то, то есть, усложняются все предметы. И то же самое я теперь могу сказать и об одежде, потому что я тут переодевала своего персонажа игрового, тоже там пересмотрела практически всю одежду. Вот сейчас выйдет еще новая одежда, и я ее посмотрела, и одежда тоже усложняется. То есть всякие поясочки, складочки, какие-то вот эти кофточки заправленные, незаправленные, какие-то маечки тоже разные, и они по-разному сидят на персонажах. В общем, круто на самом деле. Мне уже хочется посмотреть, хотя основных игровых персонажей я уже попереодевала, уже не хочу к ним возвращаться, но, возможно, в будущем кого-то одену в ту кофточку, которая мне так сильно нравится, которая меня так сильно впечатлила. Я надеюсь, что я ее найду, разведаю, одену и буду радоваться жизни. Просто я сама любитель кофточек носить на все подряд. У меня в какое-то время их было такое количество различных фактур, текстур, цветов. Вот, я обожала их носить, но в какой-то момент практически, наверное, перестала, да. Я перешла на толстовки, и после этого жизнь не станет прежней. После того, как вы найдете свою идеальную худи или толстовку, их все по-разному называют. Теплую полуспортивную кофту с капюшоном, без капюшона, это уже в зависимости от ваших предпочтений. Когда вы этот предмет одежды найдете, то реально жизнь не станет прежней, и уже не захочется возвращаться в менее удобные какие-то комплекты одежды. По поводу этой квартиры. У нас тут мамочка и 100 детей, но у меня детей на данный момент 7 было, и одна люлька, то есть предполагается, что один малец будет совсем мальцом. Вот. Остальные персонажи у меня там подросток, одна девочка, школьники. Все они, в принципе, достаточно свободно здесь располагаются. То есть все, что нужно для жизни, здесь есть. Да, здесь недостаток развлечений, недостаток навыков. Есть, конечно, навыки, которые не требуют какого-то инвентаря.
Вот, можно там купить скрипки, гитары и что-нибудь такое, что тоже прячется в багаж персонажа. По-моему, еще вязание, вышивание, кстати, не прячется в багаж. Ну, то есть его можно спрятать, но оно типа должно с внешней стороны быть. Не знаю, почему так. Вязание тоже можно спрятать у себя. Вот, то есть есть какие-то моменты с навыками, которые можно дополнить, но места для них, конечно же, уже нету, откровенно. Ну, квартира маленькая, то есть я постаралась сделать достаточно такую простую, уютную квартирку, где бы всем хватило основных вещей и места. Ну, то есть где поспать, где поесть, сделать домашку и телек посмотреть. Мне кажется, все-таки это основные вещи. Плюс, конечно же, нужно было полноценную ванную, не квадратик такой, как я обычно делаю в совсем крошечных квартирах, когда там душевая кабина, точнее не кабина, а просто вот этот вот, как его называют, со студенческой жизни этот душ, и получается, это экономит пространство. Здесь все-таки за счет того, что есть тодлеры, их нужно мыть в ванной, и ванна очень важна в этот момент, поэтому ванна здесь полноценная. Для жизни здесь есть все, для развлечений, ну, не очень. Плюс я тут обнаружила, что если вешать шкафчики прям впритык к предполагаемому потолку, то получится, что они потом окажутся в потолке. У меня такое произошло с телевизором. Я что-то решила его немножечко поднять, потом еще чуть-чуть поднять. Надо было его, конечно, оставлять на своем родном месте. Но, кстати, вот я повесила отдельный телевизор для нашей мамочки, чтобы она могла закрыться от своих детей в своей комнате, отдохнуть, посмотреть телек, полежать на кровати. Вообще, конечно, круто, что теперь персонажи могут лежать на кровати и смотреть телек. Это что-то вообще за гранью моего понимания, потому что раньше такого невозможно было. А сейчас лежит себе Сим спокойно, смотрит телек, никто ему ничего не скажет, не мешает. Вообще все идеально, я считаю, конечно же. Вот. Все остальные персонажи у меня располагаются, конечно, в одной комнате, хотя это не очень хорошо. Я как-то уже, когда строила, говорила о том, что если есть возможность, разделяйте своих детей, то есть тодлеров отдельно, школьников в другую комнату отдельно. Потому что тодлеры, если вы забудете их там кормить, помыть, еще что-то, и они в этот момент уснут, но они будут при этом вонять, то остальные не будут спать. Да, они будут вечно к вам бегать, говорить о том, что воняет, мы не можем уснуть, бла-бла-бла. И, в общем, это будет бесконечная побудка. Вы не выспитесь вообще никогда. Вот. Еще, конечно, с подростками, с этими односпальными кроватями, с бесконечными монстрами. Я, честно, в какой-то момент, когда я играла в 100 детей, я так от этого устала. То есть не было ни одной ночи, чтобы все не перебудились, не встали, чтобы там несколько монстров под кроватью не обнаружилось. А не будет мамочку, которая тоже едва заснула, потому что обычно у меня там всегда есть малыш совсем. Вот. В общем, это был какой-то кошмар. И когда я подкопила деньги, я переехала в большую квартиру. Я люблю 100 детей проходить именно в квартире. Что-то мне дома не очень нравятся. Вот. Я купила совсем большую квартиру и, короче, всем поставила по двухспальной кровати. В двухспальную кровать не приходит монстр. Вот так вот. Запомните это. Если у вас есть возможность, покупайте двухспальные кровати. Тем более, что там 2 сестры могут спокойно спать в одной кровати вообще без проблем. Вот. Но, в принципе, у меня там, у каждого персонажа, по-моему, у меня по 4-5 кроватей одновременно. Там плюс-минус все равно они вырастают очень быстро. Подростками они очень недолго находятся у вас, так как они же должны по достижению отличника вырастать, а за счет того, что когда персонаж переходит из школьника в подростка, там сохраняется какой-то небольшой, как это называется, статус школьный.
Ну, короче, подростку очень быстро и легко можно добиться отличника. Вот, поэтому подростки долго не задерживаются, дольше всего обычные школьники. Вот как раз-таки пока они прокачаются, пока они находятся в школу, чтобы достичь этого отличника, это долго. Так что вот так вот. Так что квартира вместительная, я все смогла распихать. Да, не идеально, но мне кажется, я справилась со своей задачей. Приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте про челленджи, заходите, смотрите, буду всегда рада.